Здравствуйте. Это мой очередной, 9-й по счету ролик о самолетах на банкнотах. И сегодня у нас Кения, 50 шиллингов 80-х годов. Данный номинал выпускался в период с 80 по 88 годы. Всего было выпущено 5 банкнот, отличающихся между собой только датами и подписями. В остальном дизайн и элементы защиты одинаковые. 4 из 5 этих банкнот и подробная информация, соответственно, по пику о них перед вами. У меня, как вы видите, здесь 80-й, 85-й, 86-й и 87-й год, не хватает 88-го. Ну, я не могу сказать, что это какая-то редкость, просто не дошли руки, как-то пропустил. По моему опыту все варианты встречаются примерно одинаково, никакой из них не является особенной редкостью. Банкнота доступная, но с очень стильной и абсолютно авиационной оборотной стороной. Принтер английский Брэдбери Уилкинсон. Итак, что мы здесь видим? Перед нами изображение международного аэропорта имени Джомо Кеньятты. Это аэропорт Найроби, столица Кении. Вот, например, вот такая фотография этого аэропорта, как он выглядел на момент выхода банкноты. Сейчас его вид уже немного изменился. И вот еще дополнительная фотография характерной башни, которую мы видим чуть в стороне здесь вот от здания аэропорта. Кстати, вот это вот изображение горы, которую мы видим здесь, и которая, как мне кажется, не совсем вписывается в общий дизайн банкноты, это, собственно, гора Кения, в честь которой и была названа страна. Это самая высокая гора Кении и вторая по высоте гора в Африке, после Килиманджаро. Ну, если уж я отошел от авиационной темы немного, коротко дополню, что Джомо Кеньятта, в честь которого назван этот аэропорт, это первый премьер-министр и, соответственно, первый президент страны. Джомо переводится как «пылающее копье», Кеньятта как «свет Кении». Но здесь на лицевой стороне это не его портрет, а другого президента, соответственно, он здесь указан. Вот, все, больше не отвлекаюсь, переходим, наконец, к самолету. Что мы видим? Очень стилизованное изображение самолета, без каких-либо подробностей и какого-то даже намека на ливрею. На самом деле рисунок очень стильный. Вот здесь вот, например, в реактивную струю вписан микротекст Central Bank of Kenya и банку Kiu Kenya. Надеюсь, я правильно прочитал. Это вот название банка на двух языках, как на лицевой стороне банкноты. Вот оно вписано, как я сказал, в реактивную струю сюда микротекстом. Очень стильно. Ну, итак, что мы видим? Мы видим, что это пассажирский лайнер с задним расположением 3 двигателей и, соответственно, с Т-образным хвостовым оперением. И, в принципе, этого должно быть достаточно, чтобы попробовать установить, что же это, собственно, за самолет. На самом деле, таких лайнеров было всего 3. Это американский Boeing 727, английский Hawker Siddeley Trident и советский Ту-154. Сложность в том, что ни один из этих самолетов не эксплуатировался национальным авиаперевозчиком Kenya Airways. То есть по этому пути нам пойти нельзя. Хотя, согласитесь, достаточно странно видеть изображение, в кавычках, чужого самолета на фоне главного национального аэропорта. Такое редко бывает. Обычно располагают те самолеты, которые эксплуатировались, соответственно, главным авиаперевозчиком национальным. Ладно, пойдем методом исключения. Каких-либо мелких деталей на изображении крайне мало. Здесь как иллюминаторы, как на том индонезийском Boeing 747, посчитать не получится. Поэтому сравним только видимые конструктивные отличия. Во-первых, сразу можно сказать, что это точно не Ту-154, так как здесь нет характерных гондол шасси на крыльях. Да и вот этот вот обтекатель перед стабилизатором, его тоже нет. С Трайдентом немного сложнее. Принципиальное отличие только в наличии у данного самолета такого же обтекателя перед стабилизатором, как у Ту-154, которого, соответственно, нет на самолете, изображенном на банкноте. Зато в отношении Боинга все на самом деле полностью совпадает. У него, как и у данного изображенного здесь самолета, совсем нет вот этого пресловутого обтекателя перед стабилизатором. И более того, посмотрите, не знаю, как правильно объяснить, не знаю, как лучше показать. Стабилизатор расположен не в самой верхней части киля, а чуть ниже.
прям вот так, как на самом деле на Боинге. Таким образом, по моему мнению, на банкноте изображен Boeing 727. По модификации я бы предположил, что это удлиненная версия Boeing 727-200, но, конечно, по такому упрощенному стилизованному изображению достоверно утверждать это нельзя. Вот такая вот стильная авиационная банкнота Кении. Единственный номинал, к сожалению. У этой страны единственный, соответственно, вариант банкноты, но тем не менее есть что посмотреть, есть что порассматривать. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.